Бывают моменты, когда люди поступают от боли. Этот мальчик внезапно кричит на собаку, а затем происходит нечто шокирующее. Райан гулял в парке, но он не смотрел на прекрасные деревья или на птиц, поющих вокруг него. Он никогда не чувствовал себя таким одиноким. Раньше он любил этот парк, но не был здесь уже несколько месяцев, хотя тот находился через дорогу от их дома. Сейчас парк только огорчал его. Семья Райана считала, что для него будет хорошо прогуляться на свежем воздухе, но он просто хотел поскорее вернуться домой. Внезапно из-за деревьев выбежала огромная ньюфаундлендская собака. Вид собаки испугал Райана, но он не был заинтересован в том, чтобы видеть пса. Он отпрыгнул назад и крикнул на собаку, чтобы та уходила, но то, что произошло дальше, шокировало его полностью. Всего за секунду до этого он думал о давних временах, когда гулял в этом же парке со своими родителями. Он был намного моложе и обожал посещать парк, наблюдая за животными, которые там жили. Это было его любимым занятием в детстве. В тот день его родители неохотно уговорили его покинуть парк, пообещав сюрприз. После долгой поездки на машине они приехали на ферму с сараем, полным пушистых щенков Ньюфаундленда. Они были очаровательны, и мальчик не мог дождаться, когда поиграет со всеми ними. Все щенки были еще очень маленькие, и фермер с родителями предупредили его, чтобы он был осторожен. Некоторые щенки боялись мальчика и не хотели сразу играть. Но одна самочка быстро попыталась поиграть с ним. Когда к ней присоединились другие, ей не понравилось, что приходится делить его внимание. Она прыгнула на него, а когда он не обратил на нее внимания, она укусила его за штанину. Смеясь, он побежал, а щенок бежал за ним по пятам. Когда мальчик устал, он сел, щенок забрался к нему на колени и заснул. Он видел, как его родители смотрят друг на друга и улыбаются. Райан влюбился в щенка. Было очень весело играть со всеми щенками, но маленькая собачка на его коленях завоевала его сердце. Его мать присоединилась к нему и предложила забрать щенка домой. Быстро выбрав ту, которая была у него на коленях, мальчик возликовал. Он осторожно поднял щенка, разбудив его. Обняв маму одной рукой, а другой прижимая к себе щенка, он подбежал к отцу, создав вихрь радости. Это был лучший день в его жизни. Обратная дорога домой была согрета теплом щенка, свернувшегося калачиком у него на коленях. Он назвал ее Скай, и они стали неразлучны. Они совершали долгие прогулки в парке, через дорогу и играли целыми днями. Он пошел в школу, а она ждала его дома, когда он возвращался. Скай была особенной. Когда умер дедушка Райана, именно щенок просидел с ним часами, пока он был в шоке. Они выросли вместе. Райан становился подростком, и ему даже разрешали брать Скай в парк на прогулки одному. С годами ее когда-то неистощимая энергия стала угасать, и Райан видел, что ей тяжело совершать длинные прогулки. Иногда ему приходилось нести ее домой, когда наступала усталость. Тем не менее, преданность мальчика не знала границ. Скай была его лучшим другом, и он был готов на все, чтобы дать ей шанс и дальше совершать их совместные приключения. Скай была рядом с ним большую часть его детства, и он был полон решимости сделать все, чтобы сделать ее золотые годы приятными. К сожалению, никто не может предсказать будущее, и происходят вещи, которые меняют все наши планы. Мальчику предстояло узнать об этом ужасным образом. Они больше не совершали долгих прогулок, иногда просто гуляли по двору дома. У них был бассейн, и Скай с удовольствием дремала на одном из шезлонгов, пока Райан плавал. Было странно видеть, как спокойной она стала, ведь в юности она постоянно ловила птиц, которые прилетали в их сад. Мама Райана сердилась на собаку за это,
Она любила птиц и развесила кормушки по всему заднему двору, но теперь стало опасно их кормить, потому что тогда собаке было проще достать их. Скай когда-то была невероятно быстрой, она могла поймать птицу, прежде чем то успевала улететь. Поэтому они перенесли кормушку в другую часть двора, куда Скай не могла добраться. Они также повесили ей на ошейник колокольчик. По крайней мере, теперь птицы могли услышать приближение собаки. Но с возрастом в этом не было необходимости. Она замедлилась и больше не была такой быстрой. Спустя более 10 лет птицы в их дворе наконец были в безопасности. Собака могла стареть, но они любили ее еще больше, чем когда она только появилась у них. Райан обожал Скай, и это сделает то, что произойдет дальше, еще более трагичным. Однажды они играли во дворе, когда произошло что-то ужасное. К ним часто забредали зверьки из парка через дорогу, но этот был другим. Он изменит их жизнь. Мальчик и его собака играли в мяч, а потом тот покатился под каменную декорацию, которую мама Райана поставила в саду. Райан подошел, чтобы поднять мяч, но, наклонившись, он внезапно оказался лицом к лицу со змеей, которая встала вертикально. Змея зашипела на мальчика, а он попытался стоять совершенно неподвижно. Райан знал достаточно о животных в этой местности, чтобы понять, что это была одна из самых опасных змей, обитающих здесь. Внезапно змея бросилась вперед, и в тот же миг Скай прыгнула перед Райаном, свирепо рыча на змею. Когда Райан отпрыгнул назад, змея скользнула прочь, исчезнув из виду. Затем он посмотрел на Скай, и она лежала на земле. Ее укусили в верхнюю часть лапы. Собака стонала тихо, в ее глазах даже были слезы. Райан закричал, чтобы родители пришли и помогли ему. Они выбежали наружу, и как только увидели собаку, поспешили оказать ей неотложную помощь. Объяснения могли подождать, пока они не сядут в машину. Дыхание собаки было очень поверхностным, ей было плохо. Поездка к ветеринару казалась семьей вечностью. Райан, обычно сдержанный в проявлении эмоций, не мог сдержать слез. Тихим голосом он умолял собаку держаться. Обычно стоический подросток проявил глубину эмоций, осознав серьезность положения своего лучшего друга. Это разбило сердце его родителей. Они тоже любили собаку, но беспокоились за сына. Что, если с собакой что-то случится? Она была ранена, защищая его, и казалось несправедливым, что она потеряет из-за этого жизнь. Она просто должна была выжить. Мучимая болью, но цепляясь за жизнь, они спешно доставили собаку к ветеринару. Последовали срочные действия, противоядие, вливание, аккуратное удаление поврежденных тканей от укуса змей. Но в напряжении момента все, что они могли, это ждать. Они болели за нее, но собака была очень больна. Она также была уже стара. У нее не осталось прежних сил для борьбы. Семье пришлось оставить ее в клинике на попечение врачей. Она спала и меньше страдала от боли, но все равно было очень тяжело оставить ее там после возвращения домой и подтверждения отсутствия змей. Все, что они могли, это ждать. Несмотря на доверие ветеринару, который заботился о ней с щенячьих лет, стали очевидны пределы действия лекарств. Инфицированная лапа представляла серьезную угрозу, что привело к сложному решению. Ветеринар, осторожный насчет ампутации, предупредил, что ей придется приспособиться к жизни с 3 лапами. Родителям Райана пришлось принять трудный выбор. Семья навестила собаку в клинике. Как бы плохо не чувствовала себя Скай, ее хвост все равно вилял, стоило ей только увидеть Райана. Глядя, как он сидит и держит ее, они поняли, что не могут сдаться, не сделав всего возможного. Они разрешили ветеринару попытаться прооперировать Скай. Собака пережила операцию, но ей не становилось лучше. Она просто была слабой и больной. Ей также сильно болело.
Все выглядело плохо. Она начала впадать в кому. Они больше ничего не могли сделать. Они дали Райану попрощаться с ней в последний раз и вынуждены были отпустить ее. Это был ужасный момент. Это была первая собака-питомец Райана, и он не мог представить жизнь без нее. Но теперь ему пришлось столкнуться с жизнью в одиночестве на некоторое время. Райан злился на весь мир. Он винил себя, и это делало его сердечную боль еще хуже. Он не хотел играть на улице или гулять. Во дворе были плохие воспоминания, потому что там Скай получила травму. Парк через дорогу хранил слишком много хороших воспоминаний, потому что, гуляя там, он постоянно скучал по ней. Прошли месяцы, а он все еще сильно горевал. В тот день его родители велели ему прогуляться минут на 10. Он думал о Скай, гуляя по парку, где они создали бесчисленные воспоминания. Именно тогда он увидел собаку в парке. Пес напомнил ему Скай, и это вновь разбило его сердце. Это также была большая ньюфаундлендская собака. Когда Райан увидел, что тот выходит на тропинку, его первым инстинктом было подойти к нему, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Но это расстроило его. Он не хотел видеть другую собаку прямо сейчас и повернулся, чтобы уйти в другом направлении. Пес попытался последовать за ним. Именно тогда мальчик внезапно закричал на собаку. Он закричал, чтобы тот просто ушел. Затем произошло нечто потрясающее. Пес сел и завыл. Он звучал так же печально, как Райан себя чувствовал. Мальчик попытался уйти, но не смог этого сделать. Как только он повернулся и пошел к нему, хвостик собаки начал вилять. Он был очень грязным, но, похоже, относительно хорошо ухоженным. Его шерсть не была такой длинной, как у Скай, когда ей долго не стригли. На собаке был ошейник, но без жетона. Райан не мог просто оставить его там. Он поднял щенка и понес домой. Все время, пока мальчик шел домой, собака лизала его, но он постоянно напоминал себе, что это не его пес. Просто потому, что собака нуждалась в нем в данный момент, это не значило, что он должен привязаться. Он любил животных, и было легко начать заботиться о ком-то, но он знал, как сильно болит, когда что-то идет не так. Родители Райана были шокированы, когда увидели, что их сын бежит с собакой на руках. Где он нашел собаку? По крайней мере, на этот раз собака не была больной. Она просто была голодной и жаждущей. У них все еще оставалась собачья еда в банках, и они накормили пса, а затем отвезли его к ветеринару. Райан очень заботился о собаке, и его родители переживали, не привязывается ли он слишком сильно. Они отвезли собаку к ветеринару, где обнаружили, что на ней был чип. Ее звали Бадди, и, просканировав чип, они нашли контактный номер и адрес. Телефон все время был занят, и они решили поехать по указанному адресу. Перед домом стоял грузовик для переезда, и к ним выбежала женщина, когда они остановились. Она заметила собаку на руках у Райана. Женщина плакала, обнимая Бадди. Они всюду искали собаку и переживали, что не смогут найти ее до отъезда. В сердце Райана упало. Он тайно надеялся, что у собаки может не быть семьи, которая любит ее. Она так напоминала ему Скай, а из-за того, что пес казался грустным, мальчик связался с ним. Затем женщина рассказала им, как Бадди сбежал. Была сердцераздирающая причина, почему собака казалась такой печальной. Женщина перед ними была не хозяйкой Бадди, а дочерью ее хозяйки. Она взяла Бадди после смерти мужа, чтобы та составляла ей компанию. К несчастью, позже она заболела, и Бадди верно была рядом с ней во многие трудные моменты. Что удивительно, она даже была там, у ее ног на кровати, вплоть до самого конца.
Однако после ее кончины собака по непонятной причине сбежала, когда люди входили и выходили из дома. Семья была очень обеспокоена. Они знали, как сильно их мама любила эту собаку, и потерять ее в то же время было сокрушительно. Казалось, что они подвели свою мать. Они полагали, что Бадди поняла, что ее хозяйка ушла, и ей больше не нужно быть там. Они искали Бадди повсюду и не могли найти ее. Сейчас они собирали дом своей мамы и переживали, что уедут из штата, так и не узнав, что случилось с собакой. Выражая благодарность за нахождение Бадди, возникла новая проблема. Ни у кого из членов семьи не было немедленного решения, куда определить Бадди. У каждого были свои питомцы, и было известно, что Бадди не ладила с другими собаками. Несмотря на эту дилемму, услышав о проблеме, Райан сразу предложил решение. Его родители были шокированы, он не хотел другую собаку, но хотел эту. Семья с радостью согласилась, что Райан возьмет Бадди к себе. Пока собака продолжала сидеть рядом с Райаном, между ними образовалась видимая связь. Довольные, они были спокойны, зная, что Бадди нашла хороший дом. Они щедро поделились любимыми игрушками собаки и обеспечили ее собственной кроватью и вещами из прежнего дома. Изначально не желая даже смотреть на собаку, Райан и Бадди постепенно стали ключевыми в исцелении друг друга. Спасибо за просмотр. Присоединяйтесь к нам снова для еще большего количества невероятных историй.